И добрый вечер опять. Продолжаем испытания. Как я уже сказал, мы получили пули от Pavlo GSB для того, чтобы их оттестировать на наших винтовках. И сейчас мы будем тестировать пули в калибре 5,5. И у нас выбор гораздо больше, чем в шестерке. То есть у нас есть пули весом 1,03. И сейчас будут фотографии, что вес на самом деле достаточно прыгает. У нас есть пули с заявленным весом 1,18. Тоже не все гладко. И у нас есть пули Hades. Такие с головкой, разрезанной в виде знака радиоактивности. Наверное, рвать будет прям кровь, кишки. Ну, дальше сами знаете, как это все. Значит, у меня длинная пятерка. Ствол вальтеровский здесь стоит, потому что мы в пятерке, четверке используем только вальтеровские стволы. Пока я недоволен результатами с альфовскими стволами в пятерке. И, соответственно, меня волнует результат, а не производитель. Как и в предыдущем случае, я сейчас делаю первый барабан отстрел из стандартных GSB-шных тяжелых пулей 1,175 массой. Потом мы камеру выключаем, я делаю чистку, отстрелку, освинцовку, стреляю сначала 1,03, потом камеру выключаем, делаем чистку, освинцовку, стреляю 1,18, потом камеру выключаем, делаю чистку, освинцовку и стреляем вот этими новомодными Hades. И посмотрим, что у нас будет на выходе. Должно быть интересно. Поехали. Начинаю с GSB Heavy 1,175. Все видно. Сейчас камеру выключаем, чистка, освинцовка и стреляем 1,03. Итак, забил 1,03. СТП немножко поменялось, но я прицел не трогал для того, специально, чтобы вы посмотрели, как СТП поменялось. Ну, в принципе, все видите, да? Чуть похуже, но я связываю это с тем, что на каждую пулю нужно настрой свой подбирать. Я не менял настройки винтовки. То есть, я так полагаю, что пуля легкая, она летит там что-то за 300. Причем так, хорошо за 300. Может быть, нужно немножко понизить скорость, она там будет лучше лететь. Но, тем не менее, вполне прилично. Я думаю, что пуля тоже такая нормальная. Поиграться с скоростями, подобраться будет отлично. Переходим на 1,18. Выключаем. Итак, забил 1,18. СТП сместилось на мил вниз. Соответственно, я подниму поправочки. Сделаю повыше. И пробуем. Видите, начиная с 7-го выстрела у меня было 2 отрыва. Я не знаю, с чем это связано. Мне кажется, что вроде бы я стрелял так же.
Может быть, все-таки недостаточно вычистил ствол или недостаточно свинцевал. Но, тем не менее, потенциал виден, да? То есть вы видели, что первые 6 или 7 выстрелов, ну, прям реально одна в одну летели. И мы потом померяем общую кучность и померяем вот эту вот группу центральную, которую мы получили. Я там думаю, ну, предположительно, там меньше 15 миллиметров. То есть вполне пули заслуживают внимания, и с ними нужно работать. Вот. Переходим к третьей и заключительной фазе нашего эксперимента. Да, забыл сказать, что вот эти пули досылаются, ну, на нашей винтовке очень туго. По ощущениям они досылаются даже хуже, чем 2,2 на шестерке. То есть вот прямо мне приходится чуть ли не забивать их туда. Я не знаю, с чем это связано. Форма вроде та же самая, масса та же самая. Странно. Итак, я забил барабан. Третий вид пуль. Хейдес. Откровенно говоря, я очень с большим скептицизмом отношусь к разного рода экспансивным полостям в головной части пули, потому что я понимаю, насколько трудно их сделать абсолютно однообразными. А если они не однообразны, то велика вероятность того, что пуля полетит не так, как с круглой головой. В принципе, сейчас посмотрим, что нам даст. Я, когда почистил, свинцевал, пострелял, СТП у меня осталось там же, где и была перед этим на пуле 1.18. Делаем 4-й отстрел. Я удивлен. Второй выстрел я дернул точно, то есть это вот без вариантов. И, по-моему, 4-й, который левее ушел, меня немножко тоже колебало. А летит очень хорошо. По крайней мере, на полтинник вопросов нет. Я не знаю, как это работает экспансивная полость. Это надо отстрелять по какому-то, не знаю, там, пластилину, баллистический гель. У меня пока нет такой возможности. Но что касается кучности, вполне достойно. И опять же, я думаю, что если поиграться скоростями, поколдовать, то получится вполне приличная такая хорошая пуля, даже именно для целевой стрельбы. А если у нее еще и экспансивная полость на самом деле работает, то это будет вообще шикарно. Сейчас я схожу за мишенью, и мы померим, что у нас получилось. Так, смотрим. Итак, это у нас обычные GSB-хи. Тяжелые. По краям 21 мм. Насколько я помню, у меня этот был отрывчик. Это 1.03. Вот здесь 40 мм. Но, как я уже сказал, что есть, наверное, смысл поиграть скоростями. Посмотрите на эту. Вот эти отрывы непонятные. То есть это может быть и пуля, потому что вы видите, что веса другие, и еще что-то. Если мы смотрим по этим отрывам, 30 мм, но 8 пуль здесь, и 8 пуль вписалось в 13 мм, даже в 12. На мой взгляд, вполне шикарно. И вот отвертки. Ну да, у меня 4 получается отрыва, без отрыва 15 мм, ну а с отрывами 26. На мой взгляд, результат более чем достойный у всех пуль. И надо узнать, сколько они будут стоить в закупе. И я поздравляю наше сообщество. Мы получили отличные пули для экспериментов. Это не проходные какие-то
тестовые пули, которые непонятно будут стрелять или нет, они реально работают. Меня отвертки порадовали. С ними можно работать. Но самое лучшее все-таки, наверное, даже вот смотрите, да, вот пуля, которая 1.18, она гораздо более стабильно летит, чем GSB 1.175. И я думаю, что если Павел с компанией сосредоточится на вот таком качестве, это то, что нам нужно. Это именно те GSB, которые мы все любим, к которым мы привыкли, которые мы знаем. Шикарно. Я доволен. Будут вопросы, пишите в комментах, отвечу. Если будет возможность, отстреляю по пластилину. Посмотрим, как она экспансируется. Вроде бы все. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. И да, кстати, я когда уже монтировал видео, я только потом обнаружил на фотографиях, что пули, которые маркированы Павлом были как 1.03, на самом деле не 1.03, а не 1.645. Похоже, Павел ошибся, когда отправлял мне. Но я еще перепроверю завтра. Может быть, я в момент взвешивания сам ошибся. Ну, хотя вроде бы алгоритм взвешивания был такой, что ошибку исключал. То есть я брал банку, снимал крышку с этой банки, чтобы было видно ее на фотографии, выкладывал из банки пули и по одной пуле туда клал на весы и фотографировал. То есть, в принципе, с моей стороны ошибки быть не должно, потому что алгоритм это исключает. Вот, и поэтому результат, не знаю, странно, вроде бы как они похожи, что должны быть одинаковые, то есть вот 1.18 обе, да, но одни почему-то не полетели, а вторые полетели изумительно. Странно. Ну, тем не менее, это вот ремарка по видео, что, потому что я знаю, что это кто будет смотреть, будет задавать вопросы, а как так? А вот так. Теперь уже точно все, пока я пошел в баню. У меня сегодня выходной.